Всем привет, ребят! С вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру про Ларри Лаффера Wet Dreams Dry Times. Ну что, усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ларри, просыпайся, завтрак почти готов. Ах, вот и новый день для Ларри Лаффера. Как всегда, после горячей ночки. Сегодня будет еще один прекрасный день. Но ты уже скоро? Только после тебя. Странный был сон. Это был не сон, чувак. Это была симуляция. Костюм раба. Если честно, я не в восторге от этой шутки. Сейчас я не буду это одевать. Секс-качели смотрим. Одному качаться скучно. Копилка. Забираем копилку. Так, больше... Радиобудильник. Миссинг. Понятно, ладно, я выхожу в гостиную. Эй, Ларри, привет, Пайпер. Ты плохо спал, выглядишь немного разбитым. Не, я в порядке. Все прекрасно. Как всегда. Рада это слышать. Надеюсь, прошлая ночь была для тебя не чересчур. Напротив, мне всегда тебя мало, Пайпер. Ну, тебе придется проявить немножко терпения. Сначала будет твой любимый завтрак с любовью, приготовленный мной. Но какой-то там домработница, блинчики, побольше это... Свежий черный горячий кофе. Это словно какой-то сон. Ларри, я сделаю все, что могу, чтобы осчастливить тебя. Так, что мы будем сегодня делать? Зачем нам что-то делать? Ну, у нас есть какие-то планы? Какие планы нам нужны на идеальный день? Нельзя улучшить идеальное. Звучит логично. Ах, Пайпер, а почему на двери огромный замок? Для нашей безопасности, чтобы защитить от нас от незваных гостей. Не волнуйся насчет этого. Блин, я наоборот насчет этого очень сильно волнуюсь, я бы сказал. Так, ребята, а вот он ключ от подвала. Просто так я его не смогу взять. Так, рекламный листок. Номер телефона, который занимается чисткой бассейнов. Так. Что теперь? Предлагаю делать как все и в тот раз. Выходить в сад, подбирать собачью кость, подбирать палку, подбираем молоток. Время забивать, понятно. Теперь уходим обратно в гостиную. И молотком разбиваем, получается, свою копилку. Жаль свинку, но я вынужден это сделать. Отлично, у меня теперь есть купон. Нет, это не то. Купон на пиццу. Потому что нам, наверное, надо уже пиццу похавать. Так, что у нас там по ящику показывают? Так, посмотрим, какой же канал включить. Попробуем вот этот. Да ладно, нет, вырубим. Заколебал меня этот телевизор. В саду. Я не знаю, может что-нибудь с бассейном сделать? Я испорчу костюм. Но мы взяли какую-то брошюру, возможно, потом придется бассейн почистить. Ладно, возвращаемся обратно. Уже обед, Ларри. Это значит... О, ну да. Массаж. Раздевайся, милая, пора делать тебе массаж. Мои руки жаждут коснуться твоей спины. Моя спина скажет спасибо. И не забудь о счастливом конце. Ни в коем случае. Конечно же, тебе еще понадобится секс на пляже. Секс на пляже — это коктейль, как я уже говорил. Это просто волшебно. Наверное, я усну после массажа. Да, и неудивительно после такого расслабления. Привет, Соня. Я выгулила Братуса. Надеюсь, ты хорошо отдохнул и проголодался. Ты ведь готов насладиться любимым блюдом? Бургеры с котлетами из мяса другого континента. А может, пиццу сегодня?
Необычное предложение. К сожалению, у меня дома сейчас нет денег. Так что пиццу мы заплатить не сможем. Не страшно, у меня есть купон. Это неожиданно. Но у тебя будет оно... Нет, вовсе нет. Ладно, хорошо. Закажем нам пиццу. И ты знаешь, что нас ждет после? Спальня, где полно игрушек. И ты сам выберешь, чем мы будем играть, если придется. Ну и что? Она типа заказывает пиццу, что ли? Наверное, это пицца. Подожди, я заберу. Блин, надо этот ключ взять. Отлично, я взял ключ от подвала. Пицца пришла, короче, можно поесть. Короче, я хочу свалить. Она слишком какая-то идеальна для меня. Давай. Отлично. Переходим в подвал. Эй, Ларри! Бейт, тебе нужно выбраться из дома. Я не могу проникнуть в симуляцию. Она меня не выпустит. Ты должен быть какой-то способ. Черный ход в симуляции. Черный ход? Ларри. Ладно, я смотрюсь, я найду волшебный маркер заметно. Мне нужно уходить, пока она опять меня не заметила. Я думаю, черный маркер где-то здесь должен быть. Где же этот волшебный маркер? Деревянная панель. Может, это можно отодвинуть, а позади что-то есть. Отойди, я не вижу. Вот он, волшебный маркер. Это же волшебный маркер. Откуда я это знаю? Я никогда раньше его не видел. Кто-то рассказал мне о нем. Кто-то рассказал, она много для меня значит. И что же мне теперь с ним делать? В задницу силу затолкай. Ларри, ты что здесь внизу вообще делаешь? Ничего. А мне кажется, что очень даже чего. Ну что ж поделать, перезапуск. Блин, опять. Опять заново пережить уже третий день такой же. Он называется идеальный день. Да, по-моему, он уже задолбал меня этот день. Ларри, просыпайся, завтрак почти готов. Ах, вот и новый день для Ларри Лаффера. Как всегда, горячий кофе, ночки... Ладно, понятно. Сегодня будет еще один прекрасный день. Ты скоро уже? Только после тебя, Ларри. Что? Кто? Фейт, ого! Выглядишь роскошно, конечно. Ларри, возьми себя в руки, ты Спайпер. Ларри, сейчас это не имеет значения. Ты так был близок к волшебному маркеру. Если используешь его на выходной двери, сможешь вырваться. Пай все еще блокирует выход из симуляции. Продолжай попытки. Не позволяй ей держать... слушай меня, тебе нужно вынимать Пай из дома. Только так ты сможешь без опаски спуститься в подвал и заполучить волшебный маркер. Да в чем дело вообще? То есть, я так рад, что Пай жива. Но ты не жив, Ларри, ну ты здесь. Она... заменила бассейн, Ларри. Из бассейна исходят странные сигналы. Тебе нужно почистить бассейн, я понял. Я примерно про это думал до этого. Ну что, ребят, короче, переходим в спальню. В принципе, это полностью одни и те же дни, одни и те же диалоги. Привет, Ларри, я их просто буду, ребята, пропускать. То же самое абсолютно, она рада слышать, хочет меня покормить, короче. Лишь бы не пропустить нужный диалог. Вот.
Теперь, когда она нам предлагает, короче, опять что-то пожрать уже на второй там или на третий день, я уже со счету сбился. Надо нам, получается, сказать... Знаешь, я, наверное, на завтра хочу что-то другое. Что? Но? Тогда это не будет идеально. Но если я не хочу идеально... Ларри, я не понимаю, что с тобой происходит. Может, я хочу что-то другое для разнообразия. Зачем тебе такого хотеть? Можешь поверить, сегодня будет великолепный день. Он один и тот же! Ой, Пайпер, а что случилось с нашей дверью в подвал? Ну, у нас никогда не было двери в подвал, там всегда была стена. Не волнуйся насчет этого. Смотрите, то есть Пай полностью замуровалась мне подвал для того, чтобы я вообще туда попасть не мог. Блин, а как же мне маркер-то взять? Так, в общем, рекламную листовку на этот раз мы снимаем. На нее номер телефона компании, занимающейся чисткой бассейнов. А нам, походу, это и нужно. Ребят, еще раз собираем все предметы, короче, как и в тот день. Я даже не буду это комментировать, потому что это реально одно и то же, ребят. День первый, день второй, день третий. Так. Теперь он не хочет туда лезть. Так, дальше, наверное, обратно в дом идем. Так, теперь берем листовку. Брошюра о средствах для чистки бассейнов и на телефон. Спасибо за отзыв. Напоминаем, что завтра у вас технологическое обслуживание бассейна. Сегодня мы поставим к вам необходимый насос. Спасибо, что доверяете нам. До свидания. Отлично, нам бассейн скоро почистят. Итак, давайте щелкаем телевизор. Что еще делать, по идее, в наш идеальный день? Секс ТВ. Оставить телевизор включенным. Да, оставляем телевизор, наверное, включенным. Нет, программу не буду смотреть. Итак, пойдем в спальню. Надо посмотреть, мы ничего здесь не упустили. Так, нет, это мне показалось. Ладно, идем вниз. Уже обед, Ларри? Ну да. То есть обед, время массажа, ребята, все как обычно. Раздевайся, милый, пора делать тебе массаж. Мои руки жаждут коснуться твоей спины и так далее. И что? Понятно. Блин, как громко! Сработало! Пайпер еще выгуливает Браузуса, нужно спешить. Так, ребят, я все-таки хочу попробовать сделать еще одно то же самое действие. То есть в миску положить кость собачью, которую мы из конуры взяли. Так, и, естественно, открываем холодильник. Берем на всякий случай собачью еду. Я не знаю, собаки-то в принципе нету. Но я попробую положить это сюда. Отлично. Так, теперь выходим в сад. Мы видим, к нам притащили насос. Запускаем его. Посмотрим, сможет ли он осушить бассейн. Что ж, после понадобится какое-то время, чтобы откачать воду. Ладно, надо подождать время. Я как понял, переходим между локациями, и время значительно проходит. Так, Пай еще не пришла, отлично. Бассейн. Бассейн полностью осушен. Давайте спустимся туда. Что это за фигня? Так, что же здесь можно сделать? Колдовской 3D ускоритель. Выключателя не наблюдается. Стоп, а если палкой? Это не то, что нужно. Давай вот так попробуем. Этим можно застопорить вентилятор. А нам это надо, что ли? Блин, он сейчас рванет, походу. Теперь графический адаптер сгорит. Блин, это очень плохая идея, я бы сказал. Ладно, пошли обратно в сад. Уходим в гостиную. И Оля! Подвал-то у нас открыт. Итак, давайте смотрим. Берем зажигалку. Так, у нас получается ножницы на покрышке. Так, еще раз смотрю. Давайте опять за вот этим маркером волшебным.
Залезем. Это можно отодвинуть, а позади что-то есть. Да я знаю, что есть. Это волшебный маркер. Это, наверное, волшебный маркер, о котором говорила Фейт. Нельзя так, чтобы Пай поймал меня с ним. Так, теперь маркер надо пробовать кинуть в окно. Эй, Фейт, ты там? Да, Ларри. Вот, держи волшебный маркер. Я не могу его использовать вне симуляции. Тебе придется сделать это самому. Да я могу забросить волшебный маркер на задний двор, чтобы Пай не заметила. Ладно. Улетел маркер, короче. Отлично. Теперь, получается, нам надо идти в гостиную и после... О, Пай вернулась. Я выгулила Браутуса, надеюсь, ты хорошо отдохнул и проголодался. Ты ведь готов расслабиться любимым блюдом? Бургеры с котлетами из мяса и другого континента. Отлично. Блин, мы теперь пожрали от души. Вкусно ведь было, теперь надо немного отдохнуть, чтобы все утряслось. Но никуда не уходите, ждет еще один сюрприз. И на этот раз в спальне. Подожди, в спальне мне маркер там надо найти. Итак, поднимаемся быстренько в спальню. По идее, тут можно взаимодействовать. Ребят, я брал ножницы в гараже. Мы режем секс-качели. Этот материал не горит, получается. Я не знаю, зачем мы вот это делаем. Открываем гардероб. Я все-таки обратил внимание на секс-игрушки. Костюм раба. Костюм раба можно поджечь зажигалкой. Поджигаем его. Зря его сделали из воспламеняющегося материала. Ладно, сваливаем отсюда. Это типа не мы сделали. Так, она меня в спальню пока еще вроде не зовет. Так, в саду. Фейт выкинула палку, получается, во двор. Если мы сейчас ее берем с собой и возвращаемся обратно, Пай нас в любом случае в 100% всегда палит и перезапускает полностью симуляцию. Палка всегда будет здесь, но мы ее, ребята, с вами берем и надо ее закинуть на балкон. Может, забросить ее туда? Отлично, палка заброшена на балкон. Пай нас пока не зовет в спальню, но мы еще раз заходим в дом повторно. Ларри, не мог бы ты подойти в спальню? Я ждала тебя. Надеюсь, ты не истратил все силы на еду. О, насчет этого не беспокойся. Как видишь, все наши игрушки готовы к работе. Ой, кажется, что-то не в порядке. Подумать только. Ну, наверное, ничего страшного, если в этот раз у нас не будет секса. Ну, Ларри, нужно заняться обычным сексом. У меня голова болит, отстань от меня. Ладно, ладно. Ну, тогда спокойной ночи. У меня голова болит. Какая вопрос? Думаю, она спит. Нужно не шуметь. Пробираемся на балкон. Как я показал, волшебный маркер берем и уходим отсюда нафиг. Нужно попытаться не разбудить ее, короче. Выходим и... Ларри, волшебный маркер у тебя? Да, сейчас открою дверь. Скорее! Это выключит симуляцию. Теперь пропала. Что здесь происходит? Пай! Меня зовут Пайпер. Я этого не допущу. Перезапуск. Пай, я больше не могу перезапустить симуляцию. Волшебный маркер повредил систему. Пайпер, ты должна выключить симуляцию. Ты же знаешь, что Ларри здесь не место. Что ты сделала? Почему я здесь? Ах, Ларри, я просто хотел, чтобы мы были вместе. Ты жива, ты могла вернуться обратно в Пайфон. Но все было уже бы не так. Когда Ван скопировал меня, и алгоритм не остался в системе слив. Ларри, Искин стал частью меня, он слился со мной. У меня был доступ ко всем программам, каждой камере в башне. Я знала, что однажды ты подключишься к Пайботу. Даже секс-роботы не могут устоять передо мной. Вот я и подумала, если бы ты был со мной в идеальном для тебя месте...
Почему ты постоянно делала перезапуск? Я просто хотела подарить тебе идеальный день, без хлопот, день, когда все идет как надо. Снова и снова, пока ты не забудешь свою прошлую жизнь и не станешь просто счастливым. Счастливым в симуляции? Да, Пай? Разве что-то другое? А ведь есть симуляция. Нет, ты ничто намного больше. Ах, Ларри. Ты ведь просто могла мне все объяснить. Но тогда бы ты не остался со мной. Почему ты так думаешь? А сам как считаешь? Потому что у меня нет тела. Даже если бы я использовала оболочку Пайбота, я бы ни за что не смогла бы стать такой, какой ты хочешь. Не говори так. Теперь мы можем покинуть симуляцию вместе. Ты так и не понял. А что сделал волшебный маркер? Волшебство. Ясно, такое объяснение меня более устраивает. А Фейт не просто приснилась? Нет, она взломала симуляцию. Я не могла ее остановить, она слишком хорошо знает систему. Так и есть. Пай, теперь ты должна отпустить Ларри. Нет, он останется со мной навеки вечные. Прислушайся к себе, а мой Искин тебя изменил, повредил. Ты же это чувствуешь, правда? Женщина правда хочет быть со мной в реальности. Женщина правда хочет быть со мной в виртуальной реальности. Должен признать, а меня это возбуждает. Ларри, да заткнись ты! Ларри, заткнись ты! Так, и что дальше? Пай должна выключить симуляцию, после чего ты очнешься. А потом мы сможем скопировать Пай из системы слип назад в Пайфон, да? Ларри, не знаю, как тебе это сказать. Фейт, давай я сама скажу. Самообучающийся Искин Фейт нужно уничтожить раз и навсегда. Да? Я и есть самообучающая Искин. Мы просто уничтожим все пайботы? Но Искин все равно останется частью меня. Пай! Ларри, другого выхода нет. Для твоей безопасности Искин нужно полностью стереть. Нет, я не позволю тебе этого сделать. Но у тебя нет выбора, тебе придется. Нет, Пай, нет, нет. Ларри, не могу передать, насколько я благодарна. Я бы просто электронным помощником, но теперь... Теперь ты моя Пай. Всегда ею останешься. Если ты хочешь сказать мне что-то еще, я сейчас самое время. Блин, я не хочу, чтобы ее уничтожали. А можно мне еще раз тебя увидеть голой? Это нисколько не утешает. Осознание того, что ты не изменишься. Ни за что, детка. Ладно, пора. Я запрограммирована так, что не могу стереть себя. Это должен быть... Ты. Прощай. Все, Пай больше нету. Это как-то грустно даже стало. Прям очень грустно, я даже скажу. Я привык к этой Пай. В смысле, мы тоже стерлись, получается, или что? Мы, походу, тоже стерлись, реально. Но Фейт Ларри все равно не любит. Как вот ни крути, она уже об этом говорила. Ларри? Ты как? Ты все еще ты? Единственный и неповторимый. Я. Ларри, в чем дело? Мне пришлось удалить Пай. Ты все правильно сделал, правильно? Я не знаю, но это так бессмысленно. Нари, а Пай могла сделать резервную копию себя без алгоритма? Нет. Ларри, она исчезла навсегда. Фейт. Ларри, мне жаль, я знаю, как много она для тебя значила, и я никогда ее не забуду. Скажи-ка, а почему ты здесь? Ты ведь собиралась уйти. Я не смогла, поняла, что я что-то забыла. Свое нижнее белье? Нет, Ларри. Тебя. Ты столько для меня сделал. Конечно, не все твои поступки были достаточно умны, но ты не сдавался и упорно шел и помогал мне. Я знаю, что ты не смог провернуть этот план без меня. У меня было бы все под контролем. Ты всегда оставался в той симуляции. Ты не можешь знать это наверняка. Нет, я знаю. Как бы то ни было, я просто не могла тебя бросить, оставить на волю какой-то фигни. Не, и правда не смогли. Алгоритм наконец-то уничтожен, и пайботу больше не угроза? Верно. Миру придется обходиться без разумных секс-роботов. Я почти уверен, что с этим как-то... Итак, что дальше?
Не знаю, Ларри. Прежде всего, нам нужно покинуть эту эту ужасную фабрику. Думаю, нам это под силу. А потом будет, Ларри, будущее нам неведомо. Эта штука открывает дверь, да? Это была красная кнопка! Блин, Ларри везет на красные кнопки, блин. Сейчас еще фабрика взлетит на воздух. Ну, как обычно, блин. Кто бы мог подумать? Время наконец пришло. Ей бы только Пай дожила до этого момента. Зажгу для нее одну свечку. То есть теперь уже не Фейт, а Лей. Эй, Ларри! Эль Рэй, извини, но я не женюсь на твоей дочери. Надеюсь, она не очень меня зла. Ну что ж, Ларри, она и сама не горела желанием, честно говоря. Вообще-то она сбежала с острова даже раньше тебя. Значит, свадьбу отменили? Нет, я сделал картонный макет невесты и добавил к нему грустную вуаль. Таким образом, ты хотя бы на бумаге мог бы жениться на моей дочери и исполнить пророчество. О, это успокаивает. А где твоя дочь сейчас? Улетела в Новый Лох-Вегас, чтобы открыть лигу рестлинга для альпак. Не знаю, заинтересует ли тебя такое, Гринго. О, уверен, они будут в восторге. А тебя не беспокоит, что я не исполню пророчество? Но ты исполнишь, что? Я удочерил Фейт, теперь она моя дочь. И это ее устроило? Взамен она получила остальную часть острова. Эль Рэй, ты отличный бизнесмен. Спасибо. Кажется, я женюсь. Но это не из-за острова, ребят. Ну что, Ларри, как ты себя чувствуешь? О, я готов. Ну ты же всегда готов, верно? Детка, мы с тобой созданы друг для друга. Пора начинать свадьбу, дорогие мои. Друзья и возлюбленные, сегодня мы собрались здесь, поскольку нет ничего прекраснее. Это наряда, я выгляжу сногсшибательно, правда? И конечно же, поскольку двое одиноких сердец пришли, чтобы соединиться в одно огромное сердце. Эй, а это разве не та же самая речь, что была на прошлой свадьбе? Милый, у меня много дел, я не могу каждой свадьбе плясать по-разному. Ларри, кольца-то хоть у тебя? Блин, еще за кольцами, что ли, бежать? Кольца? Ну и ни к чему нам эти формальности. Итак, возлюбленные, готовы ли вы соединиться узами брака? Да, я готова. Да. Это еще кто? Типа он тоже кивает. Кто это такие, только я не понял. Либо забыл. Да. Наконец-то. Властью, дарованной мне интернетом, объявляю вас мужем и женой. Значит, я могу поцеловать невесту? И еще много чего другого можешь. Куда хочешь отправиться на медовый месяц? Ведь мы собираемся жить на самом прекрасном месте, какое только можно представить, так что давай сразу туда и отправимся. Кроме того, королеве не стоит надолго оставлять без присмотра своих людоедок. Я не против, остров Манхэттена довольно уютный, надо только перестать обращать внимание на разбившиеся самолеты и кости. Ларри, ты же понимаешь, что я не подарю тебе идеальный день. Моя жизнь не будет вращаться вокруг того, чтобы сделать твою жизнь как можно более комфортной. Я не собираюсь ради тебя торчать днями на кухне. Ну согласись, для меня это было бы идеально. Но дело не только во мне. Вот именно. Ну, Ларри Лафер, кто бы мог подумать? Теперь ты женат, и на этот раз тебе ничто не упадет на голову? А еще теперь у нас есть налоговые льготы. Как думаешь, что нас ждет в будущем? Секс? Ларри, ни слова, я только знаю, о чем ты думаешь. Ну да, будто я такой предсказуемый.
Ну и примерно, ребята, на этой ноте у нас игра подошла к концу. Игра полностью завершена. Вторая часть Ларри Лаффера «Мокрые мечты», либо там двойные уже «Мокрые мечты». Увидимся с вами в новых играх и в следующих сериях. Всем пока, ребят!